В недавнем выпуске я рассказывал про очень перспективный китайский бренд, который старается разрабатывать оригинальные мотоциклы. Это Benda. И если ее мегакруизер LFC 700 был ожидаем, потому что до этого был представлен его концепт, кстати, кто не смотрел про него выпуск, ссылка в описании, то появление модели Benda LFS 700 по цене в $5500 сильно всех шокировало, включая и самих китайцев, которые после дебюта быстро кинулись скупать этот мотоцикл. LFS 700 имел такой успех на родном китайском рынке, что компания махом распродала все свои произведенные мотоциклы. При этом покупатели столкнулись с тем, что LFS 700 стал недоступен для заказа, потому что их набралось столько, что завод попросту не справляется с производством, и дабы избежать длинных очередей, прием заказов был приостановлен. Это, естественно, оттянет появление LFS 700 на европейском рынке, но он там точно появится. Так почему же мотоцикл стал таким популярным? Давайте разбираться. Perfect. Новая модель компании, в отличие от круизера LFC 700, который имеет привлекательный силуэт, похожий на Ducati Дьявол, абсолютно не похожа ни на какую модель мотоциклов японского и европейского производителя. Benda сделала ставку на футуристический дизайн больше, чем на возвращение к любимой многими классике. Угловатые боковые панели выступают вперед с каждой стороны вилки, в них встроены светодиодные указатели поворота. А большие пластиковые панели с каждой стороны хвостовой части скрывают два выхлопных патрубка под сиденьем, которые имеют непривычную сильно сплюснутую форму с вертикальными выходами. Такого мы еще нигде не видели. Задние указатели поворота также встроены в эти пластиковые панели, но в форме буквы L, что делает их видными одновременно и сзади, и сбоку. Помимо смешной цены для китайского рынка, еще одним важным фактором успеха продаж LFS 700 стал его двигатель, который перекочевал сюда от круизера LFC 700. Напомню, что 680-кубовая рядная четверка жидкостного охлаждения имеет явное сходство с двигателем Honda CB650. У нее тот же диаметр цилиндра 67 мм и та же степень сжатия 11,6 к 1. Но Benda в своем новом моторе увеличила ход поршня на 2 мм, что собственно и повысило объем двигателя. В отличие от круизера, на котором этот мотор выдает разную мощность в зависимости от версии, на LFS 700 будет только максимальная производительность. Это 93 лошадиные силы на 11 тысячах оборотов в минуту и 63 ньютон-метра крутящего момента на 8,5 тысячах. Максимальная скорость Naked 200 км в час.
Благодаря меньшим размерам, колесная база составляет 1480 мм, Benda LFC 700 в сравнении с круизером имеет значительное преимущество в весе. Заявленная снаряженная масса мотоцикла составляет 218 кг, что на 17 кг меньше, чем у LFC. Хотя эта разница была бы куда больше, если бы в LFS 700 также использовалось полностью легкосплавное шасси. Однако китайцы решили удешевить модель, и ее рама состоит как из легкосплавных, так и стальных трубчатых элементов. Задний маятник легкосплавный. На мотоцикле используются качественные комплектующие. Подвеска, как и на круизере, состоит из элементов Каяба. Это передняя перевернутая вилка и моноамортизатор сзади. За торможение, в отличие от LFC, отвечает только система Brembo. ABS, естественно, уже в базе. Даже цепь на заднее колесо используется известного бренда DID. Как и положено всем современным китайским мотоциклам, LFS 700 имеет полностью светодиодное освещение и полноценный многофункциональный цветной TFT-дисплей. В базе уже имеется проскальзывающее сцепление, электронная ручка газа и круиз-контроль. Как я сказал ранее, из-за бешеной популярности мотоцикла у себя на родине, LFS 700 ожидается в Европе только к концу этого года по цене от 6000 евро. И его там действительно ждут. И честно говоря, я думаю, что за этой моделью с ценником в 6 и даже 7 тысяч долларов очереди выстроились бы в любой стране мира.